Здорово, ребятки, с вами Ктархонт, и сегодня мы с вами посмотрим на обновленную версию Economic Crisis, и поиграем мы с вами за Украину, потому что за Российскую Федерацию давным-давно у нас было прохождение, так что давайте теперь погрузимся в прохождение за другие страны. Благо у Украины есть здесь свое древо фокусов, притом достаточно неплохое, интересное. Самый большой путь — это центральный свой путь, где мы с вами много чего сделаем, даже концепцию Междуморья, так что да, этим займемся. Напомню, на всякий случай, на дворе у нас ноябрь 2013 года, Янукович у власти, достаточно много на самом деле дебафов, вроде устаревшей армии, Будапештского меморандума, газовых соглашений Запада и Востока, ну и энергообеспеченность высокая, да, здесь своя система с ней. В общем, надо кучу ветряков, либо же электростанций тепловых, но я ветряками, я за здоровое будущее наших детей в Украине. И надеюсь, вы прочитали в начальную ставочку, где написано, что это не политическое прохождение. Ничего такого здесь нет, это просто игра. Так что давайте быть проще, не сравнивать игру с реальностью. Это просто кампания игровая, которая никакого отношения к реальности не имеет, все совпадения случайны. Выбор политического курса. Всем желаю приятного просмотра, усаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром. А самое важное, знаете что? Я хочу пойти по танковым бригадам. И если вы давно хотите самостоятельно окунуться в эту игру и попробовать выполнить многие ачивки и поиграть в разнообразные моды, то вам понадобится лицензионная версия игры. И в ее приобретении может помочь партнер данного ролика, магазин игровых ключей SoulsBuy. В этом магазине вы сможете купить как лицензионные ключи, так и взять аккаунты в аренду. И да, всеми вами любимая Hearts of Iron 4 стоит 173 рубля, что на 523 рубля дешевле, чем в Steam. А если вы устали от хойки, но при этом не хотите далеко отходить от игр-пароходов, то вот вам вариант. Европа Универсалис 4. Всего за 175 рублей вы получите лицензионную копию игры и сэкономив по сравнению со Steam 524 рубля. А если захотите отправиться куда-то выше, например в космос, то в этом вам поможет Stellaris, ключ которому будет стоить все те же самые 175 рублей. Если вас заинтересовали данные предложения, то думаю стоит сказать о ряде ключевых преимуществ данного магазина. Отсутствие оплаты при комиссии, моментальная доставка приобретенной игры, сам магазин игры приобретает напрямую и у официальных издателей игры, ну и конечно же имеется клиентская поддержка, которая поможет вам при любой возникшей проблеме. Как видите, SoulsBuy лицензионный гейминг доступен каждому. И под конец небольшой бонус для вас. По моему промокоду Ктархонт150 ты получишь 150 рублей на покупку любой игры. Так что переходи в описание, там ты найдешь ссылку на данный магазин и промокод. Сам магазин зарегистрирован на территории Российской Федерации. И у меня хорошая новость, они предоставили один бесплатный ключ к Hearts of Iron 4. Так что любой из вас, кто оставит комментарий под данным роликом и поставит лайк, сможет получить лицензионную версию игры. И да, в магазине, кстати, появились еще и дополнения к койке. Так что заглядывайте и оснащайте свою игру по полной. Ну и небольшой спойлер, наверное, для всех вас. Я не играл в Economic Crisis с тех самых дальних времен, поэтому я не знаю, что нас ждет. И посмотрите, как здесь сделаны новости. Это у нас с вами окно планшета своеобразного. Нас сообщает, что государство Шан капитулирует, и мы такие: ох, неспокойное время. По поводу промышленности у нас, кстати, 57 фабрик, 12 военных заводов действий в тут чуть побольше стало, потому что ресурсами закупаться начали. И мы с вами являемся региональной державой, и если мы с вами накопим свои фабрики 80, то мы сможем стать потенциальной сверхдержавой со временем. Но не сейчас, подождите. Кроме того, в стране у нас побежден терроризм, средняя защита экологии, внеблоковый статус, и у нас с вами высокий уровень коррупции, еще чуть-чуть и ставка на олигархию будет. Но ничего, надеюсь, со временем победим коррупцию, потому что, ну, знаете, дебафы на все, в том числе на фабрики и на исследования, на биопроизводство, это жирно. Коррупция — это плохо. Наверное, так говорит каждый до того, как сам станет правителем, либо же еще каким-нибудь депутатом. А потом все меняется. 25 ноября 2013 года массовые протесты в центре Киева. Разогнать участников, как видите, минус стабильность, минус плюс политической власти. Поддержка всех партий, кроме центристов, окей. Ну и события мировое об этом тоже держите. Начался политический кризис. Странно, что в это время мы исследуем дружбу с Россией, но ладно, как бы договоренности с Россией о цене на газ — это то, что нам нужно. Поэтому пройдем сначала сюда, чтобы избавиться от дебафа, а потом уже в свой путь. Ну и посмотрите на украинских шпионов. Вы думаете, это что-то интересное?
Да, это что-то интересное. Бонусы на механизированные части. Шпион, который обладает бонусами к войскам. Да, конечно же, берем. Я не знаю, как это будет работать, но у шпиона есть бонусы на атаку и на защиту. Прекрасно. Кстати, хотите увидеть интересную вещь? В каждом регионе есть какая-то своеобразная сила подчинения. Меня на самом деле это изначально удивило, но да, видимо, реально в каждой области, везде, есть какой-то свой уровень подчинения. Я сначала просто щелкнул сюда, на Крым, на Севастополь, подумал, что это вдруг подчинение 72, все, потом пощелкал по всей стране, это везде. Притом у других стран то же самое, а притом не у всех 72, у некоторых 74. Такая вот, значит, здесь действует схема, то есть на гарнизоны придется тратиться. Ха, весело, ну ладно. А притом посмотрите, какая приятная вещь. Местная автономия. Опа. Она как бы увеличивает, между прочим, подчинение, при этом даже меньше гарнизонов требует. Я только за. Вы, наверное, уже успели написать «Ты чё, забыл?» Тут же сделали вкладку бюджета, но не переживайте, я вспомнил. То, что можем распределять с вами весь наш с вами бюджет на разнообразные сферы и тем самым их улучшать. Давайте, я сейчас это сделаю. Ладно, не сейчас, а потом, когда это дадут возможность сделать, пока еще нельзя. Та-дам! Украинский кризис, и мы тут с вами можем выбрать отстранить Януковича, либо же оставить Януковича. Ну, честно говоря, он нам-то особо с вами не сдался, поэтому отстранить и события без события. Собственно, что у нас с вами? Александр, новый правитель, консервативный демократ, у нас с вами либерализма много национализма и консерватизма. Мы с вами та же самая Украина, собственно говоря, ничего не поменялось. Погнали дальше. Хотя, как сказать, не поменялось. Договор с Россией о ценах на газ уже невозможен. Эх. Ну ладно, внутренняя политика тогда потерял несколько дней, но не страшно. Идея Арсения Яценюк удалена, и вот оно, отстранение Януковича, которое произошло. Это явно не конец. Ну, как сказать, как знать, возможно, уже и конец, никто ничего не гарантирует. Газовые-то соглашения остались, а это 10% фабрик, офигеть просто. Это с учетом того, что я сразу же пошел в договоренность, но, к сожалению, не вышло. 23 марта 2014 года интервенция России в Крым. Посмотрим, что будет. Все, у нас отжали территорию, здесь у нас с вами парламентская республика и восстание в Крыму. Начинаем подготовку к военной операции, либо же сейчас мы не можем себе это позволить. Давай попробуем. Хотя, понятное дело, что напасть я как бы могу, но как бы не могу, потому что вступится Россия, вы понимаете, что я этого не осилю. За мной нет большого брата, и никто меня не поддержит, как вы понимаете, поэтому, ну, просто претензия, пускай будут. Вежливые люди в Крыму, и меня так радуют, типа, страна типа независимая, Киев призывает Москву оставаться нейтральной и не вмешиваться. А по механике игры тут как бы государство-сателлит. Да, конечно, кошмар. А, ну кстати, стрельба, пограничный конфликт. Мне теперь интересно, как этот конфликт здесь реализован, то есть в стандартной схеме, то, что у нас войска отделятся и мы будем воевать, или как-то иначе. Ага, победа в пограничном конфликте. Наши войска отразили попытку нападения со стороны противника и перешли в успешное контрнаступление. Политическая власть плюс 200, просто базовой стабильности плюс 5. Спасибо. То есть мы как бы отстояли. Первый шаг. Опять? Окей, но почему нам это дважды дали, конечно, вопрос хороший. В до 900 политической власти. Кого это волнует? Так, давайте теперь вооруженный конфликт на Востоке. Мы сами можем пересесть за любую республику, но наш выбор — созвать Совет РНБО. Готовимся к противостоянию, видимо. Вооруженный конфликт на Востоке. Ситуация начинает обостряться. Да, знаем. Так, успешное наступление. Станет владельцем. Да, мы выбили. И опять дважды. Не понимаю, на самом деле, почему у нас дважды один и тот же ивент. Но мы с вами из Донецкой области и из Луганской области выбили. Остался Донецк и Луганск, собственно, сам по себе. Возможно, здесь влияет количество дивизий на границе, может быть еще что-то, я, честно говоря, не знаю, поэтому те, кто разбираются, напишите, поможете и мне, и, возможно, тем, кто будет еще в этот мод играть потом. Досрочные выборы президента Украины. Порошенко, Тимошенко и Дмитрий Ярош.
Ну как я не возьму своего тезку в правительство? Ну вы же понимаете, да, поэтому берем. И вот мы с вами украинское государство. Выборы президента Украины произошли. Надеюсь, что новый президент будет лучше прежнего. Ну не знаю, прошлый вполне себе вернул территорию отколовшейся. Молодец, красавчик. Посмотрим, что этот сотворит. В мире хорошая новость. Создается ЕАЭС, Евразийский экономический союз, куда нас, конечно же, не позвали. Знаете, все эти ваши дела, свой путь выбран, теперь введение режима АТО на востоке Украины. Посмотрим, что этот фокус здесь подразумевает. Пам-пам! Обожаю хойку с модами. Первое, что меня подрубило, это 1 августа 2014 года. У меня здесь есть сохранка, автосейф успел сохраниться и после этого вылетало. Мне пришлось откатиться на прошлый сейф, который был 9 июля, доиграть, и сейчас вроде нормально, поверю, что будет хорошо. Но то, что мод периодически вылетает, это, конечно, печаль. Притом на каком-то именно моменте. Я думал, просто мало ли ошибка бывает, а нет, видимо, что-то не захотелось и сломалось. И, кстати, по бюджету я не могу распределять, там я посмотрел, как тут надо, типа, печатать клавой, не нонпадом, именно обычной клавой, ничего не печатается. Смена языка тоже никак не помогает, то есть вообще ничего не работает. Я не знаю, возможно, в конце года смогу, может быть, еще что-то, пока нераспределенный бюджет, он остается, с ним ничего сделать не выходит. Воу-воу-воу, донецкий агент пойман. Неизвестный агент номер 1. А что так-то, а? У меня тут единственный агент, который работает на поддержку и на уменьшение сопротивления, а меня тут засылают агенты враги. Ну, как так можно, а? Мы же мирно живем, а не дают. Смотрите, что меня радует. У нас тут с вами есть возможность пойти здесь иллюстрацию, и мы с вами среднюю коррупцию получим. А еще здесь есть, смотрите, раз средняя коррупция, 2 средняя коррупция и 3 средняя коррупция. То есть так чисто теоретически мы с вами можем коррупцию полностью вообще устранить. И это приятная вещь, притом если мы пойдем вот по этой веточке, то вообще без дебафов. Здесь, да, будет дебаф на 730 дней, но с другой стороны, да и не особо-то и страшный. Поэтому давайте, наверное, будем очищать кабинет министров от тех, кто ворует. Ну и сразу же события о начале иллюстрации. Подождите, вы сказали около 1 миллиона? И нам предлагают провести АТО. Антитеррористическая операция на Востоке. Можем начать операцию, и война начнется, либо же еще не время. Ну, давай начнем операцию. Я, правда, не знаю, сможем ли мы что-то здесь делать, с учетом того, что у нас достаточно слабые войска. Но попытка не пытка. Давайте попытаемся пробиться и посмотреть, что вообще из этого выйдет. Ну, как видите, пока ничего. Солдаты не особо оснащены, и это, конечно же, дает о себе знать. И вот оно, проведение АТО на юго-востоке Украины. Интересно, чем оно закончится. А ну, в принципе, оно идет неплохо, и мы с вами уже постепенно пробиваем часть городов. Все, внедрение танка в эту битву, и все пошло намного лучше. Именно танк первый, кто ворвался в бой, и тем самым прорыв. Ух ты, вражеские танки решили? Да, смотри, танки, которые мы не можем пробить, потому что первый в бой вступил не тот, кто должен. Ну-ка, танки, давайте-ка, на вас надежда. Вступайте в бой, мы сейчас поможем вам, не переживайте, со всех сторон. Главное вражеский танк выбить, он всех больше проблем доставляет. Во, все красиво. Первая территория захвачена. Продолжаем давить дальше, и в целом, да, неплохо выходит. Сейчас заберем Луганск. Давай, 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 еще чуть-чуть. Поможем здесь немножко механизации. В этот момент, думаю, стоит еще подвести 2 танка куда-нибудь сюда. И начать биться в Донецк. Вывел еще авиацию в небо. Нормально пока, нормально по показателям. Давай еще одну атаку со стороны сделаем, чтобы быстрее прорывались. Так, и прибыли 2 танка. Давайте-ка в Донецк. Тоже со всех направлений начнем атаку. Еще и вынужденную атаку пропишем. Ну и как я вижу, в целом все очень и очень хорошо. Давайте, есть. Донецк пал. Первая республика вернулась в наш строй. Ну и идем дальше захватывать. А, все. Луганск тоже пал. Победа. Захватить все регионы. Поздравьте нас. 13 ноября 2014 года. Все отколовшиеся территории, кроме Крыма, мы с вами вернули. А вот и провели люстрацию, минус политвласть, дебафы, но хотя бы коррупция теперь на среднем уровне. Давайте теперь декоммунизация и скоро выйдем в славу.
Наконец-то начал работать бюджет, посмотрите, у меня появилась ячейка вот такая, то, что вы не составили бюджет на 2015, и у меня наконец-то работает, я могу печатать. Ура, давайте распределим весь наш с вами бюджет. В итоге я раскидал бюджет, у нас осталось нераспределенным 14%, и посмотрите, здесь у меня все с плюсами, единственное то, что на расходы на соцобеспечение нет, но время подготовки, организации, курс планирования это не страшно. Министерство здравоохранения, здесь у нас с вами бонусы, здесь нейтралитет, потому что бонусы здесь не важны. Ну и в принципе, на самом деле, просто население и потеря опыта тоже не важно, но ладно, выделим немножко деньжат. Министерство образования и науки, более чем высокая обеспеченность, такие хорошие бонусы. Дальше у нас идет Министерство финансов, вроде бы 1% от бюджета, но здесь удовлетворенность просто лучше некуда, стабильность и ежедневный прирост политической власти в плюс. Министерство инфраструктуры, здесь у меня нормальный. Да, можно повысить, но там лишь скорость инфраструктуры увеличивает строительство, мне это сейчас не нужно. Ну и Министерство промышленности, идеальное снабжение, максимальная эффективность производства плюс 10. На этом мы принимаем бюджет. Провели мы с вами декоммунизацию Украины, теперь у нас сменилось название ряда регионов, политвласть потеряли. Дальше нам надо милитаризацию общества и сможем выйти вот в этот вот фокус. Но перед этим я планирую прокачаться в дружбу с Западом и взять внедрение стандартов НАТО, который уберет нам с вами устаревшую армию, ибо это все равно неприятный дебаф на много-много-много всего, поэтому избавимся, это только в плюс. Ну и, конечно же, хочу по этим фокусам пройтись, чтобы коррупцию тоже убрать. А уже потом можно уйти вот в эту вот уникальную веточку, где у нас с вами будет альянсы с рядом стран, блокада Приднестровья и так далее. То есть очень много событий с соседними странами, даже возвращение Крыма. Интересно, выйдет из этого что-нибудь или же нет. А на этом серия подходит к концу. Большое спасибо, что вы ее посмотрели. Надеюсь, вам зайдет. Все же многие просили в голосовании. Это топ-1 держава была, которую вы хотели увидеть. И вот она у вас на экранах. И как всегда, лайки, комменты, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч в новых роликах.